Наш новый выпуск посвящен фауне Девонского периода. Это время часто называют эпохой рыб. Такое наименование вполне соответствует действительности. Несмотря на то, что в Девонском периоде жизнь уже начала активно покорять сушу, большая часть животных еще оставалась подводными жителями. Правда, ближе к концу периода случилось важнейшее для эволюции событие. Первые позвоночные вышли из воды на сушу. Сегодня мы расскажем о предшествовавших этому этапах, версиях, высказываемых разными учеными, и поближе познакомимся с некоторыми обитателями морей и океанов эпохи рыб. Подписывайтесь на наш канал. Это позволит вам первыми узнавать о выходе новых роликов об эпохе динозавров и других периодах развития жизни на нашей планете. Девонский период начался примерно 419 миллионов лет назад и длился почти 60 миллионов лет. Наряду со следующим, каменно-угольным периодом, он является самым длинным в палеозойской эре. Свое название этот временной отрезок получил в честь английского графства Девоншир, в котором были обнаружены первые геологические пласты, связанные с эпохой рыб. В отдельный период Девон был выделен исследователями Родериком Мерченсоном и Адамом Седжвиком в 1839 году. В течение Девонского периода на суше от примитивных растений, риниофитов, произошли первые плауны, папоротники и хвощи. А ближе к концу периода появились и самые ранние голосеменные. Благодаря им на поверхности Земли начала формироваться почва. Описанные выше растения образовали гигантские леса, которые стали доминирующей экосистемой планеты. Постепенно эти леса заполнились сначала насекомыми и паукообразными, а затем и первыми сухопутными позвоночными. В последующем каменно-угольном периоде из стволов гигантских папоротников и других примитивных растений начали образовываться залежи каменного угля, которые человечество разрабатывает уже не первое столетие. Формирование этих полезных ископаемых произошло из-за отсутствия в то время микроорганизмов, способных перерабатывать останки древовидных растений. Также в Девонском периоде в разных частях Земли сформировались кимберлитовые трубки, ставшие источником добываемых сейчас алмазов и других драгоценных камней. Их образование связано с определенными процессами, происходившими в недрах планеты. Состав атмосферы Девона сильно отличался от привычного нам воздуха. В начале периода в нем присутствовало не более 15% кислорода, а в конце не более 18%. Для сравнения, в современной земной атмосфере содержится около 21% этого важнейшего для нас газа. Содержание же углекислого газа за это время понизилось с 6 до 4,5%. Такая концентрация является для нас практически смертельной. Так что в Девонском периоде люди современного типа точно бы жить не смогли. Температура воздуха в начале Девона в среднем по планете была примерно на 5-6 градусов выше, чем сейчас, и составляла около 20 градусов Цельсия. Распространение растений привело к снижению этого показателя до 18 градусов в середине периода и постепенному повышению до 22 градусов ближе к его окончанию. Но уже тогда климат в различных регионах планеты был не одинаковым. Например, на территории современной Бразилии располагался ледник. Правда, и сама будущая Бразилия располагалась значительно ближе к полюсу, чем сейчас. С распространением по всей суше Девонского периода лесов из гигантских папоротников, хвощей и плаунов, а также голосеменных растений,
их начали заселять и немногочисленные по тому времени наземные животные. Одними из пионеров покорения суши были арахниды или паукообразные. Они вышли из воды еще в ордовикском геологическом периоде. И к началу Девона эти существа были одними из самых развитых жителей суши. Вслед за ними в силурийском периоде по поверхности Земли начали расселяться многоножки. А непосредственно в Девоне появились самые многочисленные на сегодняшний день животные. Речь, конечно же, идет о насекомых. Самые первые представители данного класса внешне напоминали современных тараканов. Все они были растительноядными, и их эволюция была неразрывно связана с эволюцией растений. Позднее некоторые виды насекомых перешли к хищническому образу жизни. Также в Девоне именно среди насекомых появились первые покорители воздушного пространства. Ими стали предки современных стрекоз. Потом таким удобным приспособлением, как крылья, обзавелись и другие насекомые. Одними из первых обитателей суши были арахниды, они же паукообразные. В девонских лесах обитали такие родственники современных пауков, как тригонотарбы. Также их еще называют панцирными пауками. На данный момент учеными описано более 70 видов этих существ, обитавших на суше с конца Силура и до начала Пермского периода. Их останки обнаруживают практически по всей Европе, а также в США и Канаде. У некоторых из них имеются следы наличия желез для выработки паутины. И вообще, тригонотарбы во многом схожи по строению со своими современными родственниками. Правда, пока не обнаружено ни одного вида ядовитых панцирных пауков. Еще одними интересными обитателями суши девонского периода были гигантские грибы – прототокситы. На данный момент известно 12 видов этих грибов, и их возраст датируется временем от конца Ордовика до конца Девона. Обнаружены они в Западной Европе и Северной Америке. Первые окаменелости этих необычных организмов ученые принимали за останки хвойных деревьев. Отсюда и произошло их название, означающее «первые тис». Считается, что эти конусообразные грибы имели основание диаметром до 137 сантиметров и вырастали до 6-9 метров в высоту. Ученые предполагают, что прототокситы возвышались над девонскими джунглями подобно башням и были самыми крупными наземными организмами своего времени. Из-за высокой температуры воздуха уровень моря был достаточно высоким. Вся планета была покрыта сетью мелких морей с теплой водой. С повышением температуры ближе к концу Девона климат стал суше. Также на него повлияло продолжающееся движение материков. Благодаря этим особенностям практически вся фауна того времени была сосредоточена в воде. Наиболее развитыми существами подводного мира были самые разнообразные рыбы, от постепенно вымирающих панцирных до предков первых земноводных лопастеперых рыб. Незначительную конкуренцию им составляли членистоногие и моллюски. В Девоне одним из самых распространенных классов рыб были плакодермы или пластинокожие. Ранее было распространено наименование панцирные рыбы. Появились они еще в начале предыдущего, силурийского периода. Девонский период стал временем их расцвета. Но в конце Девона пластинокожие начали вымирать, уступая место другим классам рыб, которые произошли от разных видов тех же плакодерм. От названия панцирной рыбы ученые отказались из-за того, что оно некорректно отражает принцип строения их защитного покрова.
Так называемый панцирь этих рыб представляет собой не роговые щитки, а является набором пластин, которые покрыты слоем кожи. Наиболее известным представителем плакодерм является 10-метровая хищная рыба – дунклеостей. О ней мы неоднократно рассказывали в наших предыдущих выпусках. Этот гигант, скорее всего, находился на самой вершине пищевой пирамиды. Но среди пластинокожих было немало других, не менее интересных существ. В качестве такого примера можно рассмотреть донных рыб из рода гомостеусов. Их останки, датируемые серединой Девонского периода, находят на территории Канады, Эстонии, Гренландии и еще в нескольких европейских странах. Среди них были как самые настоящие гиганты, так и совсем крошечные существа. По некоторым оценкам, самые крупные виды гомостеусов вырастали примерно до 9 метров. Размеры их головных пластин достигают 1 метра, а длина аналогичных пластин наиболее мелкого, арктического вида составляет всего 15 сантиметров. Судя по строению этих пластинокожих рыб, они обитали в придонных слоях и питались планктоном. Гомостеусы обладали уплощенными головами с направленными вверх глазами. Это дает основание предполагать, что голостеусы питались мелкими морскими существами, фильтруя воду у самого дна. А в морях, находившихся на территории современных Марокко и США, обитали рыбы-фильтраторы из рода титанихтисов. Их максимальная длина могла превышать 6 метров. Внешне эти панцирные рыбы напоминали своих родственников – дунклеостеев. Но на челюстях титанихтисов не было острых режущих пластин, выполнявших функцию зубов. Вероятно, эти гиганты фильтровали воду при помощи специальных пластин, как это делают современные киты. Также отличительной чертой этого рода пластинокожих рыб были крупные грудные плавники. Ученые предполагают, что с их помощью титанихтисы поддерживали равновесие тела в процессе питания. В 2012 году в Южном Китае была сделана важная находка, позволяющая пролить свет на эволюцию челюстноротых рыб. В слоях, относящихся к концу силурийского, началу Девонского периодов, обнаружили останки небольшой рыбы, названной впоследствии энтелогнат. Это означает «полная челюсть». Длина рыбки не превышала 20 сантиметров. По некоторым признакам ее можно отнести к плакодермам. Но строение челюстей энтелогната было близко к современным костным рыбам. Изучив строение тела этой древней рыбы, ученые предположили, что энтелогнаты и им подобные существа могли быть общими предками как костистых, так и пластинокожих рыб. Эти общие предки, скорее всего, больше походили именно на костных рыб. А вот у хрящевых рыб и акантот развитие скелета и кожного покрова шло совершенно другими путями. В позднем Девоне большое распространение получил еще один род плакодерм – батриолеписы. Останки более 100 видов этих панцирных рыб обнаружены по всему миру, от Антарктиды до Гренландии. Пока не описано ни одного вида батриолеписов, обитавших на территории современной Африки. Самые крупные виды этих рыб достигали в длину 1 метра, но в среднем их размеры не превышали даже 30 сантиметров. Питались они, как и большинство других пластинокожих, планктоном. В Девонском периоде активно развивались и хрящевые рыбы, предки современных акул и скатов. Протоакулы того времени не могли на равных конкурировать с такими монстрами, как дунклеостей. Тогда эти подводные хищники еще не были идеальными машинами для убийства. Такие представители класса, как кладосилахии, стикотанты или недавно обнаруженные космосилахии, были относительно мелкими и отличались от современных акул по строению. Подробнее узнать об эволюции этих морских хищников можно в одном из наших более ранних выпусков.
Также морская фауна Девона отличалась большим разнообразием бесчелюстных. Сейчас из родственных им видов остались разве что миноги, а в палеозойской эре активно развивались и процветали 3 группы бесчелюстных. Анапсиды, они же беспанцирные или бесщитковые. Гетеростраки или разнощитковые. Остеостраки или костнощитковые. Ученые предполагают, что анапсиды являются предками круглоротых. Свое название они получили за то, что их экзоскелет был намного слабее, чем у прочих бесчелюстных. В длину эти существа достигали 25 сантиметров, активно плавали и питались планктоном. Гетеростраки появились еще в конце Кембрийского периода и исчезли только в конце Девона. Их останки длиной от нескольких сантиметров до 1 метра находят на территории Северной Европы и Северной Америки. Голова и передняя часть широкого и плоского тела гетеростраков были защищены костной броней. Щитки этой брони состояли из бесклеточной костной ткани – аспидина. Для дыхания эти существа использовали жаберные мешки. Они имели только один плавник на хвосте, поэтому, вероятно, вели малоподвижный образ жизни. Есть предположение, что именно гетеростраки стали предками челюстноротых. Отличительной внешней чертой костнощитковых была структура, служившая для защиты головы. Этот головной щит частично был связан с внутренним скелетом животных. Предполагается, что эта структура была подвижной и напоминала своеобразную костную мозаику. Это дает ученым возможность предполагать, что остеостраки были хорошими пловцами и активно передвигались в толще воды. Также об этом говорит наличие парных грудных плавников, а также хвостового плавника и мощного подвижного хвоста. Более поздние представители этой группы обладали более мощной костной защитой. Также на дне морей и океанов Девонского периода обитало огромное количество самых разнообразных членистоногих. Одними из них были мелкие рачки – клавофабелины. Длина их тела едва превышала 3 сантиметра. Обитали они на поверхности донного грунта. Представители данного рода ракушковых ракообразных в Среднем Девоне были распространены на территории Восточной Европы, Урала и Сибири. Они имели раковины в форме усеченного овала со скошенным вперед задним краем. Но наибольший интерес для науки, наверное, представляют лопастеперые рыбы. Именно их потомки стали первыми позвоночными, вышедшими на сушу. По сути, все современные млекопитающие, включая человека, произошли от лопастеперых рыб. Но в далеком Девонском периоде не все лопастеперые стремились скорее отрастить себе ноги и бегать по твердой земле. Среди них встречались и те, кто становился главными подводными хищниками своего региона. В качестве примера можно привести такое существо, как гинерия. Длина тела этой рыбы могла достигать 4-5 метров, а весить такие гиганты могли до 2 тонн. Останки этой крупнейшей лопастеперой рыбы были обнаружены в штате Пенсильвания в США, и свое имя она получила от названия населенного пункта, рядом с которым ее нашли. При таких размерах и достаточно сильных челюстях гинерии вполне могли питаться примитивными девонскими акулами и другими крупными рыбами, а также появившимися в конце Девона амфибиями, вроде стегоцефалов. Само название «стегоцефалы» является устаревшим. Еще в XVIII-XIX веках оно использовалось для обозначения первых амфибий. На данный момент этот класс считается вымершим. А для его более точного наименования применяется термин лабиринтодонты. Он связан с особенностями строения зубов этих примитивных земноводных. В разные семейства этого класса входят такие животные, как акантостега и тиктаалик.
Подобные существа наглядно демонстрируют, как рыбы в ходе эволюции трансформировались в четвероногих. Несмотря на то, что тиктаалик является лабиринтодонтом, он относится к лопастеперым рыбам. В его строении сочетаются признаки амфибий и рыб. Он мог дышать как жабрами, так и легкими. Его тело покрыто чешуей, а плавники еще не превратились в полноценные лапы. А вот лапы акантостек уже имеют пальцы, которых на каждой конечности было аж по 8 штук. При этом лапы этих существ не имели запястий. Это говорит о крайне слабой приспособленности к передвижению по суше. Но назвать акантостегу рыбой уже точно было нельзя. Она является самой настоящей переходной формой от лопастеперых рыб к амфибиям. Подробнее узнать о том, как рыбы начали покорять сушу, можно узнать из нашего ролика, посвященного этой теме. Мы благодарим зрителей, которые досмотрели этот ролик до самого конца. Если вы хотите подробнее узнать о животных из разных геологических периодов, а также их происхождении и особенностях развития, советуем обратить внимание на другие выпуски канала «Эпоха динозавров». Также в них рассказывается об особенностях человеческого общества и взаимоотношениях человечества с живой природой.